Привет, я Саша Капуста, это канал Твой шрифтовый фетиш, серия видео по созданию вариативного шрифта FontLab. В этом уроке мы с вами разберем боковые панели в интерфейсе программы FontLab, которые позволяют нам сортировать наши ячейки шрифта по языкам, по каким-то дополнительным настройкам. В левой части у нас есть меню, которое позволяет сортировать все то, что мы с вами нарисовали или планируем нарисовать в шрифте. Тут все достаточно просто, либо базовая сортировка или подбор тех глифов, которые точно нужно нарисовать в нашем шрифте. С самого начала обычно принято рисовать с буквы N, потом O, потом А и так далее. Либо можно выбрать простую кодировку, содержащую Latin Simple, то есть простые латинские основные глифы, включая какую-то пунктуацию, Latin Pro, кодировку, которая включает еще и диакритику, это видно по вот этой вот пиктограмме. И состоит она из 389 глифов. Это мы дело выключаем. Дальше мы можем просто отобразить все глифы, которые есть в нашем шрифте. И дальше уже, исходя из каких-то определенных параметров и настроек, мы можем это все дело сортировать. Например, выбрать только какие-то цифры, либо, например, только... сейчас я это дело все сортирую. Только латинские прописные, либо строчные, просто все прописные, либо просто все строчные и так далее. Дальше мы можем выбрать пунктуацию, можем выбрать какие-то символы, диакритику, прочие всякие композитные и некомпозитные глифы. Если вдруг нам нужно что-то быстро найти, этим мы будем пользоваться, когда будем заниматься хинтингом, например. Про флэг я говорил уже, про теги тоже, в принципе, эта тема удобная, когда мы с вами будем делать глифы с подстановками, то есть подменой одних глифов на другие при вариативности. Это тоже нам, в принципе, полезно будет. И вот здесь мы можем увидеть все слои, которые содержат в себе ошибки. Если я нажму вот сюда, он просчитает и просмотрит все мои мастера и обнаружит, что здесь, например, помимо стандартных мастеров, есть еще несколько глифов, которые содержат в себе несоответствие по мастеру. По какой именно причине я здесь не вижу, в общем, он, он, скорее всего, ругается на то, что здесь есть вот такие глифы, то есть он говорит мне, что существует один глиф, я могу нажать на вот эту красную единичку и увидеть, что у меня есть три мастера Light, Medium, Bold, которые полностью совместимы между собой, и есть три мастера Condensed Light, Medium, Bold, который точнее в себе не содержит слои с соответствующим названием. То есть есть Light, вот эта картинка, допустим, буква H, она у меня представлена в 6 разных мастерах. Но вот здесь он говорит, что существует один глиф, у которого нету слоя Condensed Light. И если я сделаю сортировку вот здесь и кликну вот сюда, я увижу, что вот эта иконка у меня есть только в 3 мастерах, а должна быть в 6. Поэтому это как бы возможность обнаружить ошибку и ее заменить, если вдруг там в будущем какие-то проблемы. И плюс ко всему он говорит, что у меня есть избыточный один глиф, который состоит из глиф мастера, об этом мы потом с вами будем говорить. И он как бы мне позволяет сразу быстро отсортировать и показать тот глиф, в котором есть больше, чем 6 вот этих главных мастеров, а еще и дополнительные глиф мастера, которые нужны нам для вариативности. В общем, таким образом мы сможем с вами обнаружить какие-то ошибки. Вот здесь он мне говорит, что есть, судя по всему, какие-то ошибки, хотя здесь я это не вижу. В общем, 109 несовпадающих по вариативности, допустим, посмотрим. Нет, здесь, в принципе, все работает. Я не знаю, что ему не нравится. В общем, 109 это я не могу сказать, что обычно он подсвечивает вот такими ошибками и говорит мне, что либо недостающий мастер присутствует в каком-то глифе, либо наоборот есть избыточный мастер в каком-то из глифов. В общем, штука удобная, помогает найти неочевидные ошибки среди сотен, а то и тысяч глифов. Следующая вкладка «Языки» позволяет нам отсортировать все по языкам. Во-первых, здесь мы можем добавить недостающие глифы. Если, например, я нажму вот сюда, то я увижу те глифы, которые не состоят и не существуют в моем шрифте. Я могу их выбрать и добавить. И здесь показывается мне общее количество наших ячеек, наших букв, которые соответствуют вот этой кодировке. Например, латинские базовые символы, они состоят, и они у меня все нарисованы. Если какой-нибудь из них сейчас удалю, наверное, не самый удачный пример я выбрал.
но тем не менее. Мы видим, что теперь он мне говорит, подсказывает, что есть в этой сортировке 52 глифа, но одного не хватает. И ему предлагает, не то что предлагает, но говорит нам о том, что я могу его создать. В общем, по такому принципу это здесь работает. Если мы хотим добавить кириллицу, то можем сделать вот так. Можем гречицу по умолчанию добавить, потому что в моем шрифте есть, например, омега и другие символы, поэтому он мне эту сортировку здесь показывает. И при этом он мне еще показывает символ из армяницы, потому что я нарисовал вот этот символ драм. То есть он как бы подумал, FontLab, что в моем шрифте есть еще и армянская письменность, потому что я нарисовал этот символ. Но я его нарисовал просто для разнообразия, чтобы можно было пользоваться им, скажем так. Но это уже отдельная история. Так или иначе, здесь мы можем с вами выбирать какие-то преднастроенные кодировки. Обычно здесь два языка. Вот. Следующая штука позволяет нам увидеть историю запросов вот в этом пункте, всякие там, которые мы выбирали в цвета, судя по всему. Он здесь это все записывает, поэтому я могу взять и это дело все отмотать. Если, например, мне нужно вернуться к какой-то сортировке или, например, к какому-то поиску, я могу нажать вот сюда, и вот он мне все это дело показал. Вот. А вот в следующей штуке мы можем с вами сделать закладку по какому-то из поисков. Это очень удобно, потому что, например, если мне приходится в каждом шрифте, например, искать символы, которые содержат в себе букву J, мне не обязательно вот здесь каждый раз это выбирать. Я могу, во-первых, вот здесь это дело в истории найти, но если вдруг я перезагружусь или, например, много действий будет, эта штука, она уйдет куда-то там вниз, и я не факт, что найду. Я могу просто ее перетянуть вот сюда, и теперь, закрыв историю, даже перезагрузив программу FontLab, она у меня вот здесь всегда будет. То есть я всегда смогу к ней вернуться. Просто нажму вот сюда, и в принципе здесь все готово. По такому же принципу я, например, сюда добавил эти сортировки свои. То есть я вот здесь выбираю энкодинг, здесь выбираю свою сортировку, ну, например, символы. А вот моя сортировка, и теперь я захожу в историю, я нахожу здесь вот этот пункт, и просто его так перетягиваю, и теперь это можно удалить. И теперь, если вдруг мне нужно в каком-то шрифте быстро открыть сортировку, мне не нужно ее вот здесь где-то там выискивать, я просто могу вот сюда нажать, и вот у меня подгрузилась сразу сортировка с необходимыми мне символами. Тоже безумно удобно. Правая боковая панель позволяет нам сделать сортировку по различным классам, по различным там размерам метрик правых, левых. Если вдруг нам нужно это все делать, сортировать, мы можем это визуально отобразить во всех наших глифах. Только нужно убрать сначала вот эту сортировку, допустим, я там выбираю вот такой вариант, и теперь я могу сортировать их, как-то настраивать, если вдруг мне что-то нужно, я могу нажать вот сюда и выбрать те колонки, которые мне нужны. Тоже безумно удобно, когда, например, мы назначили кернинг-классы, и какие-то из глифов, например, не содержат кернинг-классы. И чтобы не искать их по всему этому списку, мы можем здесь сделать сортировку и увидеть, где чего не хватает. И, например, вот здесь я вижу, что вот здесь все глифы у меня привязаны к букве А, а вот эти, например, два глифа, они не содержат в себе выражение метрик. То есть, таким образом, я сразу могу обнаружить здесь ошибку и исправить ее. Кликаю на эту букву, она у меня отображается вот здесь. И вот теперь я могу вот здесь просто прописать ссылку на букву А. Ну и после этого могу ее еще скопировать на другие слои. В общем, штука тоже безумно удобна. И у нас осталось еще нижнее поле. Нижняя часть панели у нас содержит различные настройки, относящиеся к текущему глифу. Их описание названия. Здесь мы можем с вами различные теги указать. Здесь мы видим номер Unicode, можем нажать сюда и увидеть более детальную информацию, хотя в принципе это все у нас написано здесь, но если вдруг у вас нету окна глиф сейчас, вам нужно сэкономить место, так сказать, и вы можете просто нажать вот сюда. Здесь у нас кернинг классы указаны, здесь у нас указаны вот эти выражения метрик, здесь у нас указана ширина, потому что мы с вами каждый глиф можем настроить, во-первых, его полуопрос справа-слева, а во-вторых, можем настроить его общую ширину. Это настраивается вот здесь. То есть общая ширина, она высчитывается здесь автоматически, потому что она исходит из вот этих выражений. Поэтому я здесь ее не могу изменить. Но в целом ее вообще можно изменять. Просто оно здесь сбрасывается у меня. Дальше у нас показан рецепт, по которому собрана конкретно вот эта буква. Это то же самое, что у нас в панели Layers Add Master указано вот здесь. Можем это дело обнулить. Здесь показано количество символов, которые я выбрал. Например, вот здесь я выбрал 3 глифа и общее количество глифа. Если я включу сортировку и, например, вот эту штуку включу,
то он мне покажет, сколько глифов он отображает на текущий момент в окне, сколько я выбрал и сколько их всего. Тоже бывает удобно. Здесь мы можем переключать внешний вид самих ячеек и можем переключать количество ячеек в нашем шрифте, то есть либо много, либо мало. И можем даже выбрать флекс, который позволяет нам вот так увеличивать и уменьшать наши ячейки. Но я обычно выбираю 16, потому что все кодировки, которые у меня здесь настроены, они сделаны под ширину в 16 вот этих столбиков. Под них я это все дело собирал. Ну, эту панель точно так же можно отключить, и можно ее включить, если вдруг нам это нужно. Когда вы разберетесь с большим количеством настроек и вариантов тех сортировок и ячеек, которые есть у нас в программе, вы очень сильно упростите себе работу, потому что благодаря вот таким настройкам мы можем очень быстро сделать выборку тех глифов, которые нам нужно нарисовать, чтобы не рисовать ничего лишнего. Это позволит нам быстро найти какой-то глиф, позволит нам сортировать какие-то ячейки по цветам, чтобы где-то что-то сделать, что-то заменить и так далее. То есть в целом я очень часто пользуюсь вот этими настройками, потому что они буквально упрощают мне жизнь и работу над шрифтом. Если по ходу этого урока у вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях на русском или английском языках. Этот курс залит сразу на несколько видеоплатформ, а значит я могу их не увидеть. Поэтому подписывайтесь на канал в Телеграме и задавайте вопросы в чате «Делаем буквы». Все дополнительные материалы будут выложены на сайте «Твой шрифтовый фетиш». Там же вы сможете найти шрифты Rayer и Zasker, которые я упоминал в курсе. А еще делайте скриншоты вашего шрифта, хвастайтесь в соцсетях и отмечайте «Твой шрифтовой фетиш» в публикациях с этим хэштегом. Мне и вашим шрифтовым коллегам будет интересно посмотреть на ваши успехи в ходе этого курса. Если видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и увидимся в следующих уроках.